Итак, выдвигаемся в свое первое мотопутешествие. 22 апреля 2023 года, около 9 часов утра, и впереди у нас очень много неизвестных. При выезде я успешно снес кнопку стартера защитой колен, поэтому дальше будем заводить или киком, или же в лучшем случае, может быть, удастся найти дилера Бартона, у которого удастся ее купить. Раньше я делал максимум так с 350 километров на нем, когда катался, или же если давал 450, то был выжат как лимон. Поэтому, прокладывая маршрут, я закладывал по 360 километров. Максимум так на день, что было. И там пару дней было около 450, но это были те дни, когда я планировал хотя бы хоть денек после такого перегона остаться на том же месте, отдохнуть, и потом ехать уже дальше. Субботняя Варшава выглядит не так оживленно, поэтому выдвигаемся спокойно, не спеша. Еду я на 125-кубовом китайце 2018 года производства, скорее всего, конца года, потому что купил ее у дилера в самом начале 2019 года. Пробег на этот момент составляет порядка 12 тысяч километров. И к этому моменту уже поменял обе звезды как раз перед выездом, цепь, которая успешно растянулась, а также превентивно поменял подшипники и сальники колес, и свечу с катушкой. Свечу как запасную кинул в кофр, так как в последнее время он успешно глох на холостых, пока не прогревался. То есть заводится хорошо, прогрелся, когда вроде тоже хорошо, а вот этот промежуток, пока догреется, то, в общем-то, мог и заглохнуть довольно часто, поэтому на светофорах стоял и приходилось подгазовывать постоянно. Также где-то так километров за 200 до выезда поменял китайскую резину на Michelin City Pro, по-моему, так она называется. В общем, там City какая-то была единственная доступная для этих колес из Мишки. И очень жалел, что не сделал это сразу после покупки, еще в 2019 году, так как китайская резина для европейских дорог абсолютно не годится. Когда по дороге я заехал в один мотомагазин в поисках кнопки, ребята тоже сказали, что Мишки — это очень мудрое решение, потому что все считают, что китайская резина полное говно. Но это не так. Она просто для китайских дорог, которые очень жесткие, как наждачка, по их словам. Не знаю, насколько это правда или нет, но когда я выбрасывал старую резину, она выглядела так, будто у нее только-только счесались усики. Вот эти, которые на новой резине. Но она к тому моменту 12 тысяч-то проехала. После замены резины ощущение как небо и земля, так как на китайской чуть лишь маленькая влага на дороге, только там прошел дождь или начался, неважно. При любом торможении нужно ловить мотик. Задок тут же уходит юзом, несмотря на то, что у него комбинированные тормоза. И, в общем, его вылавливаешь. Сегодняшний пункт назначения — Вроцлав. До него около 360 километров, и там я буду ночевать в кемпинге. Поэтому мод очень обильно загружен палаткой, карематом, там всякой туристической снарягой, едой, и так далее. Из этого всего сформировалась весьма удобно выглядящая спинка, на которую можно потенциально откинуться и расслабиться. Но нюансы всей этой спинки узнаем в путешествии дальше. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste
erase the pain. It's like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to Давай, Житомир, давай. be second like my final day. You can't take that away. Got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better. Не понял. Все же я был очень разочарован, потому что, несмотря на замененную свечу с катушкой, через несколько часов дороги я успешно заглох за фурой. Очень повезло, что было место, куда свалить на обочину, но, в общем-то, ситуация не очень приятная. Завелся с кикстартера, хорошо, что на этом китайце до сих пор кик остался, лапку выкинул, завел, поехал дальше, но перед тобой целое путешествие, и постоянно нужно иметь в голове, что при каких-то там притормаживаниях, остановках нужно постоянно подгазовывать, потому что можешь заглохнуть. По возвращению домой снял весь узел впрыска, прочистил, там было полно всякой грязищи, но подозреваю, что большая часть туда набилась во время мотопутешествия, потому что были и дождливые дни. Особенно в последний день очень сильно лило целый день, как из ведра. И еще километров с 15-20 я ехал по разлитой солярке. Видел, что чувак копается под капотом, но лужи под машиной особо не было. То есть было видно, как это до него, до его машины доходит этот хвост, и потом прекращается. Во время этих незабиваемых 15-20 километров пару раз съезжал в песок, чтобы просто почистить колеса, потому что, дико скользко. Едешь тупо по маслу. Я, конечно, не офигенный агроном, но что-то мне подсказывает, что вот это вот повсходили озимые. Ну а запах намекает на то, что поля уже активно удобряют. И несмотря на то, что температура всего около 15 градусов, но визор уже обильно облипает зверьем, и его нужно регулярно чистить. На мотоцикл я добавил сзади, наверное, килограмм с 15 грузов, и, в общем, это хорошо так добавило стабильности при боковом ветре. То есть мотик стал намного лучше держаться за дорогу. Но загруженный задок дает о себе знать, и
начало чувствоваться, что передок намного легче, и на каком-то мелком песочке можно очень легко куда-то уехать. Так, остановился я на небольшую передышку. Там песочек, конечно, на въезде был не такой себе. Сколько я проехал? 245 осталось, то есть где-то я 120 с копейками проехал. Сейчас немножко передохнем, поменяем камеру, поменяем батарейку в камере и поедем дальше. Там вот замечательная дорога. Мой оператор — это моя палатка. Посмотрим, насколько палатка с этой должностью справится. Эй, поехали, разворачиваем. Хорошо это. Также в этом путешествии в очередной раз убедился, что один из лучших виндбрейкеров — это Арафатка. Так как под балаклаву все же снизу подзадувает, она у меня не настолько длинная, которая на грудь прямо не выходит, такого язычка нету. Если же брать какой-то просто застегнутый под горло свитер, то тоже все равно где-то что-то там немножко поддувает, а Арафатка за счет того, что у нее несколько слоев, она вполне уверенно справляется с этими задачами. Также очень хорошо, когда льет дождь и, например, до конца не закрыт комбез, или же, например, комбез не одет, в принципе, то Арафатка за счет своей многослойности тоже очень неплохо себя показывает. Пока там первый слой намокает, потом за ним прослойка воздуха, и второй слой еще остается мокрым. Учитывая то, что там слоев 5-6, когда ты ее заматываешь, то на довольно-таки длительный промежуток времени и довольно сильный дождь ее хватает. После недолгой передышки в лесу Google перепроложил дорогу и повел по какой-то очень маленькой сельской дорожке, которой раньше в планах и не было. Вообще, в принципе, на протяжении всего путешествия больше всего бесила эта опция в Google картах, которую я так и не нашел, как отключить, чтобы навигация просто тупо не перепрокладывала тебе дорогу, если что-то изменилось. Например, заехал ты на заправку, ну, капец. Все пропало, нужно проложить заново. Нет. В общем, бомбило это знатно. Особенно если ты просто отъезжаешь на парковку, не знаю, съесть батончик, и все, у тебя вся навигация летит лесом, или же заезжаешь на заправку, и у тебя опять-таки вся навигация слетает, потому что, о ужас, ты съехал. Если кто-то знает, как выключить эту наиболее досадную опцию в Гугле, наряду с опциями предлагать маршруты,
какие-то параллельные, альтернативные. Некоторые забавно вообще выглядели. То есть едешь, и тут такой: о, смотри, альтернативный маршрут, он на 20 минут дольше. Ну чё, едем туда? Ну как это называется? Зачем? Зачем это тебе предлагать? В общем, если кто-то знает, как эту мега-опцию отключать, то, пожалуйста, давайте знать. Ну что, продолжаем. Сейчас даем копняк. С Кика его заводим, потому что утром снесли кнопку электростартера. И едем. Посмотрим, что это за замечательную трассу Google проложил. Что-то мне так кажется, что тот мой съезд в лесок, чтобы 5 минут передохнуть, перепроложил трассу на Гугле. Гугловую. Забираемся. Что я не открыл. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Сейчас я в Нееве. Здесь есть термы Неев, которые довольно близко от Варшавы находятся. Ну как довольно близко. Около 200 километров, так 180 плюс-минус. Вот там сейчас строятся круглогодичные термы.
А сзади я проехал тот комплекс, который на данный момент существует. Сейчас поедем на него, посмотрим. Сам город занимает площадь 12,33 километров квадратных. Согласно с данными ГУС, это главный ужон-статистичный, с 31 декабря 2019 года в городе жило около 3000 жителей. Город, как и вся коммуна, имеет туристический характер. В 2008 году были открыты термы Унеев с горячими и лечебными водами. Сам комплекс состоит из 3 объектов – бассейна, общественного питания и рыцарского замка. Ежегодно здесь проходит грандиозный рыцарский турнир и средневековая ярмарка. 26 мая 2012 года открылся новый комплекс с скрытыми и открытыми бассейнами, а также оздоровительным комплексом внутри. Еще на территории находится канатный парк. С 2012 года город имеет статус курорта. Основанием для присвоения статуса здравницы послужили свойства местных теплых целебных вод, содержащих, среди прочего, серу, радон, фтор, хлориды меди и железа, соединения метакремниевой кислоты и йод, содержание которых такое же, как и в Балтийском море. Среди достопримечательностей есть замок XIV, XVII, XIX веков, готическая соборная церковь Успения Пресвятой Девы Марии, построенная в 1342 до 1349 годов и освящена в 1365 году. Особняк на улице Кощельницка, около 1845 года постройки, православная церковь усыпальница российского генерала, графа Карла фон Толя, 1885 года. Вот она, речка Варта. И термы стоят прямо на ней. Интересно, вот тот вот типа замок у них или тоже входит в комплекс или нет? Так, собственно говоря, выглядят польские маленькие городишки. Примерно в районе 1,2, наверное, сейчас, так, плюс-минус. Никого нету вообще. Где-нигде кто-то там едет на велосипедике. Но вообще просто... Сейчас по домам, наверное, потому что, ну, Варшава, там понятно, там люди выезжают по своим мясом и чистым. Надо на русском вспомнить. Родным городам, вот. Но в таких-то маленьких-то городках-то что? Кое-где лучше, кое-где совсем заброшенная недвижка. И тоже вот получается городок, хоть вроде и расстроенный, но он по сути идет вдоль дороги. Потому что справа сразу за этими домами сразу поле просматривается. Вот. Влево, в общем-то, нет, влево там лежит дома повыше. Я просто еду по какой-то стороне. Хотя нет, это поле. Старый млын.
эти барышня тупо стала поперек дороги. Все, я думал, я ей мешаю повернуть, но я проехал и нет. Ничего не произошло абсолютно. Вот такие старые дома деревянные. Шмель, это было больно. Шмель прямо в нас попал. Хорошо, что я успел. Я увидел в последний момент, что он приехал. И он мне попал в нижний ответ. Я не думаю, что упустил, потому что прилетело где-то хорошо. Въезжаем в городок Микстад. Обратите внимание на количество людей на улицах, ну и ширину самих тротуаров. Сейчас уже начинаем видеть церковь Святой Троицы в Микстаде. Это римско-католическая приходская церковь, расположенная в городе Микстад в Великопольском воеводстве. Это здание в стиле необарокко было построено в 1914 году по проекту архитектора Роджера Славского. Она имеет 3 нефа и трансепт. С западной стороны находится башня. Внутри находятся 2 народные скульптуры. На северной стороне храма находится придорожный деревянный крест второй половины XIX века, украшенный скульптурами Павла Брылинскего. Также стоит обратить внимание на расстояние между домами. Вот так выглядят примеры плотной застройки в Старой Европе. Сам город Микстад – это бывший королевский город, расположенный на древнем международном торговом пути. Он имеет один из старейших средневековых городских памятников на юге Великой Польши. Исторически документированный договор о продаже мэрии от 1366 года является древнейшим документом, подтверждающим существование правовой и градостроительной структуры городского органа уже в первой половине XIV века. Сейчас мы проезжаем Антонин. Это вёска, то есть маленькое село с около 470 жителями, которое расположено на искусственном озере Шперек, питаемом ровом Хеленовским и ровом Недзведи, среди лесов, покрывающих песчаную дюнную зону Мылицко-Глоговской впадины, примерно в 10 километрах к югу от острова Великопольского.
очень живописно, расположена среди лесов, рядом с деревянным дворцом Радзивиллов, который мы вскользь видели сквозь кроны деревьев по правую руку, и оно очень привлекательно для отдыхающих туристов. По правую руку мы видим не что иное, как водонапорную башню, которую построили в 1896-1898 годах в рамках модернизации системы водоснабжения Олешницы, которая была в эксплуатации с 1600-х годов. Башня имеет высоту 45 метров, внутренний диаметр водозаборника 10 метров и вмещает 350 кубов воды. Толщина боковых стенок заборника 12 мм. В 1930 году протяженность водоканала составляла около 20 километров. Так, мне нужен беги. Ага, Орлен по той стороне, а беги по этой. Вот и замечательно. Не знаю, доставишь цену лучше или еще чего. Вон, те же самые. А, нет, 6,60 сейчас. Ну да пофиг. Ну не. Ну окей, заедем тогда через дорогу на Орлен, а саму топливную карту BP уже около Вроцлава и реализуем.
Опять слетела навигация. К этому моменту спина уже говорит, что рановато я поехал на дальняк. Но все же нужно продолжать, ведь впереди еще так много запланированного. Так называемая удобная спинка из вещей к этому моменту намекает, что ни хрена-то она и неудобная. На сиденье сидишь в одном положении, назад не сдвинешься, даже на 5 сантиметров. И это очень сильно отражается на усталости в ногах. Да и в общем, впереди последний рывок до кемпинга, каких-то 28 километров из 360, так что все норм. Даже спина, которую я потянул незадолго до выезда. Заселились. Конечно, к сожалению, ценник не такой, как на сайте, повыше. Так, то у Дрогу. Где там Дрога? 71. Видимо, вот это есть Дрога. 20, 18, 25. Это типа паркинг. Ага. Типа место на палатку тут. Это паркинг. И походу тут оно есть. Ух ты. Что у нас тут в пути получилось?
нормально. А вот это раскрылось. Немножко. Ну что, добрался до Вроцлава. Сейчас глянем, какой там план был на сегодня. И можно ставить палатку. Так, ну что, начинаем бложить. Прямое включение. Прямое включение с кемпинга во Вроцлаве. Пока сюда добрался, чистил визор несколько раз. Вот последняя вариация. Надо его почистить будет. Весь обгаженный. Так, примерно так же выглядит фара. В остальном вроде все хорошо. Ставим палатку. Вот прямо вот здесь вот. Так, мотик, ты будешь держать штатив. Сейчас, блин, за что тебя зацепить-то? Такой себе осьминожек. Становись. А что это у нас такое? Неизвестно. Будет сегодня? Будет горошек, будет гуляш и гречка. Так как гуляш довольно большая упаковка, то он будет и завтра утром на завтрак. Вместе с этой кашей. Я все время забываю, как она там называется. Ну, не важно. Кстати, баллон офигенно защелкивается. Итого, плохо, что
оставил инструкции с тем, сколько нужно на эту кашу воды. Должен 6 кг уже он сегодня. Хорошо. Делаем. Потом готовить около 12 минут. Интересно. Предположим, где-то 400 грамм воды. На скидку. Где кнопка? Так, пока она там нагревается, надо почистить каску. Единственное, что я повтыкал, хотел заехать купить каких-нибудь пару булочек. Ну что ж. Где-то я брал салфетки для очков. Но каска натерта антидождем, и, соответственно, не очень хотелось бы стирать этот слой. Очень сильно. При том, что немножко дыхнешь, и от влаги они отходят. Да, вот что. Ехал, наверное, километров через 200. Задумался о том, что, в общем-то, нету осознания того, что ты в путешествие поехал. Или что отпуск сегодня начался, вчера был последний рабочий день за... В общем, на месяц вперед последний рабочий день. Давай закипай быстрее уже. Андрей Борисевич говорит, что сознание в путешествии приходит через... Ему приходит через какое-то время. Потому что так вот. Занят какими-то делами своими. Кто ты там снес кнопку запуска? Кто на заправке 95-й не продают? Потом ты хочешь успеть в кемпинг. Зря я не посмотрел сразу, кстати, что они до 21, потому что можно было вообще абсолютно спокойно ехать. Ну, вот так вот. Все. Вода закипела. Теперь 12 минут от этого события. Готовить в вольном огню, прикрытым, под прикрытием. Да, читаю просто, вверх ногами польский, то, конечно, смешно дается. Кстати, специально, да, Кев, кстати, специально для тебя. Палатка до сих пор тархантутом пахнет. Или же, если ты это видел и смотришь, потому что с тобой мы последний раз туда ездили, если не ошибаюсь. Не, точно. С Кефом и Керри последний раз мы на Тархане были. Кеф, Керя.
Леня или же был очень коротко и уехал из-за работы, или уже был в Голландии. В упор не помню. Что-то мне кажется, что был в Голландии уже на тот момент. Потому что это был тур по Крыму. Я тогда только Тужика взял, и мы поехали. Там Балаклава. Где мы еще там были? Да, забывается очень быстро. Места помню, названия не помню. В Партените, точно. Мы приехали в Партенит, потом поехали в Балаклаву, а потом валили на всю в Кипчак. Точно помню, что Керя был. Блин, надо фотки посмотреть. Вот так вот. Вот так вот, блин, время стирает все из памяти. Плохое, к сожалению, хорошее. И есть я захотел. Еще, наверное, в середине дня. Наверное, часа 2 было. Сейчас сок из горошка просто кошерное явство. Я вот задумываюсь, надо ли мне тушенку открывать, который гуляш ангельский. Потому что у меня, в общем-то, вот такая вот получается большая порция гречки с горошком. Да, наверное, открою. Потому что хлеба-то нету. Ай. Да. Гуляш ангельский так любит делать. Очень жаль, что я завтыкал купить какую-нибудь булку. Но ничего страшного. Поедим так. Все пальцы в этом гуляше.